Для начала я покажу самую вкусную, на мой взгляд, начинку для пирожков. Такая начинка подойдет как для жареных, так и для печеных пирожков в духовке. Итак, для начала я картошку очистила. Здесь у меня 5 таких вот средних картофелин. И для того, чтобы она быстрее сварилась, я ее перерезала на такие вот части. Далее добавила, видите, буквально чуть-чуть водички, так, чтобы едва-едва покрывала картошку. Сразу добавляю немножко соли. Все это делается по вкусу. Перемешиваю и накрываю крышкой. Пока картошечка варится, я мелко нашинковала репчатый лук, небольшую головку, и обжариваю на растительном масле. Огонь очень-очень слабый. Пока обжаривается лук, печенку я предварительно достала из морозильной камеры. Немножко обдала ее кипятком, для того, чтобы она быстрее разморозилась. Ну, конечно же, желательно, чтобы она не полностью разморозилась, так как в замороженном или в полузамороженном виде она легче нарезается. Далее нарезала на такие вот небольшие кусочки. Вот, смотрите. Вот. Пленку я не снимала, потому что очень трудно из того куска, который я обрезала, очень трудно снять пленку. Вот. И промыла где-то разов 10, чтобы не было лишней крови. Еще раз немножко промою, вижу, что есть еще вот красная такая вот водичка. Еще раз промою и буду забрасывать к луку. Печенка у меня обычная свиная, не говяжья, свиная печенка. Вот, и здесь где-то 150-200 грамм. Смотрите, лук уже слегка обжарился, и забрасываем сюда печенку. И когда только начнет оно все это шкварчать, я огонь уменьшу, поставлю на самый маленький, какой только есть. И буду обжаривать в течение, где-то 6-7 минут на слабом-слабом огне. Естественно, перед тем, как солить печенку, обязательно нужно попробовать на вкус картошку и уже исходя с того немножко подсолить. Но не пересолите. Буквально нужно где-то 1/4 чайной ложки соли. А затем, когда все это будет перемешиваться, картошка соединяться с печенкой, тогда уже нужно попробовать на вкус и уже общую начинку посолить и поперчить по вкусу. Я присаливаю совсем чуть-чуть. Буквально такая вот небольшая щепотка соли. Можно, конечно, поперчить, добавить еще какие-то свои любимые специи, какие вы любите. Так как я эти пирожки готовлю для больницы, муж у меня сейчас лежит в больнице, то я кроме сольки чуть-чуть буквально больше ничего не добавляю. Ни перца, ни чеснока, ничего. Даже никаких других вкусовых добавок, ну там какие-то травки, муравки, ничего я не добавляю. Затем к печенке я буквально меньше, чем пол-столовой ложки добавляю сливочного масла. Чтобы вкус был более такой сливочный. Так, прошло 3 минутки, даже чуть-чуть больше, минуток 4 прошло. И смотрим на срезе, какая печенка. Так как благодаря маленьким кусочкам печенка в таком виде очень быстро готовится. Я смотрю, что печенка уже хорошо приготовилась. Я огонь выключаю и оставляю прямо на этом месте сковородку. Пусть оно еще немножко дойдет. Вот видите, здесь еще немножечко есть, что печенка имеет еще вот такой вот кровоподтек красный, да? Я думаю, видно вам. Вот, сейчас это все я выключу, пусть она немножко дойдет. Чтобы просто не перегреть ее и чтобы она не была твердой. Лучше немножко выключить заранее ее. И для того, чтобы печенка приобрела такое вот вяжущее вещество, ее нужно перемолоть. Можно как в мельнице в любой удобной. Я буду взбивать молнией в чаше блендера. Все это печенку аккуратно пересыпаю сюда. Она еще теплая.
Не забываю выливать вот это вот все, и жидкость, вот это все пойдет. Ничего у нас не останется. Накрываю крышечкой. И теперь дело за малым. Смотрите, картошка уже так немножко остыла. Водичка была здесь еще, больше водички было. Я ее слила и оставила буквально чуть-чуть. Далее берем, соединяем две массы. Печенку сюда соединяем. Вываливаем вот так вот. Хорошо мнем при помощи толкушки. Вот так вот. Начинка получилась густовато, я немножко добавляю картофельного отвара. Тот, который я заранее слила. И все. Начинка готова. Далее приступаем к тесту. Выливаю ряженку. Здесь у меня 400 мл ряженки. Она теплая, подогретая. Буквально немножко. Добавляем чайную ложку соли. Далее добавляем 2 чайные ложки вот так вот сахара. Взбиваем 1 куриное яйцо. Добавляем, вот у меня отвар такой картофельный, жирненький. Добавляем 5 столовых ложек этого отвара. Можно заменить на сливочное масло. 3, 4, 5. Либо же на растительное. Мне просто нужно куда-то это деть. Все хорошо перемешиваем. Далее добавляю буквально пол столовой ложки майонеза. С майонезом пирожки получаются еще вкуснее. Можно заменить на сметану. Перемешиваем. Да, дорогие друзья, еще один момент. Если вы будете использовать вот такой вот жирок, как я, то имейте в виду, что он, конечно же, соленоватый. И соли кладите в тесто немножко меньше. Так, дальше. Здесь у меня мука. И добавляю сюда чайную ложку обычной пищевой соды. И просеиваю. Муки добавляйте не сразу всю, а частями, чтобы не перенасытить мукой наше тесто. Тесто должно быть густое, но при этом должно оставаться пластичным, мягким. Перемешиваем. Тесто вообще пышное получается. Вот это вот благодаря соде, благодаря теплой ряженке. А также можно сделать такое тесто. Если у вас дома нет ряженки, либо же кефира, можно спокойно обойтись молочной сывороткой. Тоже будет очень-очень вкусно. Теперь тесто собираем вот такой вот, ну, сейчас немножко вымешишь. Вот смотрите, оно такое вот податливое и не липнет к рукам. Потому что я добавила, во-первых, немножко растительного масла, видите?
И теперь кладем же в эту самую миску. Я ее не мою, ничего не делаю. И накрываю чистым целлофановым пакетиком. Сейчас я его распределю. Или можно, знаете как, тесто взять и окунуть прямо в пакет. Все, красота. Пусть оно там себе лежит, відпочивает, отдыхает, короче говоря, минут 15-20. Все, мы к нему пока что не касаемся. Далее тесто вываливаем на стол. Слегка припыляем мукой и тесто, и поверхность. Вот так вот. Немножко еще обминаем его. Теперь отрываем небольшой кусочек от теста. Остальное тесто кладем обратно в миску. Накрываем пакетиком. А из этого кусочка теста будем делать такую вот длинную колбаску. Если нужно немножко добавить муки, добавляем. И вот так вот раскатываем. Или вот так вот. Как получается. Здесь уже, как говорится, ничего такого сложного нету. И далее вот так вот нарезаем на небольшие кусочки. Ну, примерно, чтобы они были одинаковыми. Плюс-минус. Тесто немножечко все равно липнет к рукам, так оно и должно быть. Вот смотрите, оно вообще классное, смотрите. К рукам совершенно не липнет. Но внутри немножечко, конечно же, липнет. И что мы делаем в этом случае? Берем муку и вот так вот его обваливаем в муке. Затем из каждого кругляша делаем вот такую вот лепешечку. Кладем в середину вот так вот начинки. Начинки не жалеем, конечно же. Хорошо ложить чайной ложкой вот такой вот. И защипываем края. Начинка, вот видите, она густая, совершенно нигде не вылазит. Вот так вот защипываем. Если начинка немножечко вылазит, мы ее пальчиком туда продвигаем. Если где-то сомневаетесь, что где-то что-то вылезло, немножко мукой вот так вот фиксируем. Вот и все. Наш пирожок готов. Мы будем выпекать в духовке, потому что, как я уже ранее говорила, мужу жареное то ли нельзя, то ли он не хочет. Ну, как-то так. Сильно лепешку тонкой делать не нужно. Где-то на одну лепешку уходит 1,5 чайной ложки начинки. Если считаете, что много, можете немножко убрать начинки. И все. Ничего здесь сложного нет. Вот. Вот такой пирожуля. Выпекаются швом же вниз. Я думаю, про это все знают. И дальше, когда пирожочки хорошо постояли, подошли, они стояли где-то минут 10, в мисочке разбиваю яйцо, перемешиваю вот так вот хорошенечко. Мешаю обычно кисточкой силиконовой. И аккуратно смазываю пирожки наши. И ставим выпекаться в предварительно разогретый духовой шкаф до 180-190 градусах на 15-20 минут, не более того.
Это маленький какой-то получился. Ну, ничего страшного. Кстати, пергамент у меня это уже... Я уже использованный он у меня. И чтобы его не выбрасывать, потому что он еще более-менее в таком хорошем состоянии. Племянница выпекала пиццу, и пергамент остался. Я посмотрела, у меня пергамент закончился. Так что можете смело выпекать и вторично. Ничего не пригорит, если, конечно же, быть внимательным. Вот, смотрите, кругляшок сделала я, сейчас покажу вам. Сильно вот так вот плоско не разминайте, чтобы пирожки были такие пышненькие. И кладем много-много начинки. Очень много. И теперь будем пытаться защипнуть края. Я, значит, смотрите, вот так вот прижимаю. Сначала в центре защипаю и затем уже по бокам. Все. Пирожуля готов. Если немножко прилипает, можно вот так вот немножечко мукой. Все, пирожок готов. Смотрите, какой пышненький, красивый. И вот так вот. Стараюсь начинки класть много, а тесто меньше должно быть. Все, залепили. Залипоху залепили. Все, переворачиваем вот так вот. И красота. Смотрите. Значит, смотрите, на это количество теста начинка почти ушла вся. Осталась буквально полная столовая ложка. Все. Ну, смотрите, еще один нюанс. Как вы уже увидели, начинки я клала не жалея. Очень-очень много. I'm going to say Christmas Eve is coming soon. Now are you, dear old man? Whisper what you'll bring to me. Tell me if you can. When the clock is striking 12, when I'm fast asleep, down the chimney broad and black with your